Всем привет! Это «Свободный бросок». В Испании подходит к завершению чемпионат мира по гандболу. Сборная России, увы, уже отстрелялась на этом турнире, заняв итоговое 8-е место. Сегодня поговорим скорее не об игре нашей сборной, а о тех факторах, которые привели к такому результату. Сегодняшний наш выпуск посвящен нашей сборной. Будет очень много цифр и статистики различной. Я, конечно, все в голове удержать не могу, поэтому буду иногда обращаться своим взглядом к своим записям статистическим. Также сегодня не будет видео с чемпионата мира, потому что все это видео лицензированное, и мы не можем использовать эти фрагменты в своей передаче, дабы избежать блокировки от YouTube. Что хотелось сказать? Я думаю, что многие из любителей гандбола перед этим чемпионатом мира не ожидали особо многого от нашей сборной. Да, в Федерации гандбола России все-таки ставили задачу пробиться в четверку сильнейших, понимая, что это будет неимоверно трудно сделать. Да, сама Людмила Бодниева говорила о том, что команда готова, в принципе, побороться с самыми сильными командами на равных. Да, были неплохие матчи перед чемпионатом мира, та же победа в Норвегии над сборной Норвегии в товарищеском турнире. Все это было. Однако мы понимали все, что такое радикальное омоложение команды, наверное, не могло не сказаться на ее результате итоговом. Все-таки очень многие бывшие игроки сборной, которые отдали ей много лет, провели много матчей, не поехали на этот чемпионат. Их места заняли молодые перспективные игроки, которые должны были уже потихонечку проявлять себя, ну и как минимум набираться серьезного опыта. Не забываем, что главная задача перед Людмилой Бодниевой поставлена на 2024 год, на участие в Олимпийских играх в Париже. Но я думаю, что еще есть одна чуть более далекая перспектива. Это чемпионат Европы 2026 года, который пройдет в России. И вот уже к этому домашнему турниру сборная должна быть, наверное, у нас непобедимая, чтобы на родине эта сборная одержала абсолютную победу над всеми командами. Но это дела далекие, а всей логикой, наверное, развития гандбольной истории нашей было уже определено это омоложение состава, может быть, не столь радикальное, повторюсь. Но оно получилось столь радикальным, потому что некоторые игроки-лидеры, такие как Дарья Дмитриева или Анна Вяхерева, сейчас вне гандбола. Можно вспомнить еще Полину Ведехину. То есть это те игроки, которые, я думаю, на площадке в Испании как минимум усилили бы серьезно нашу игру. И, возможно, результат был бы несколько иным. Но получилось так, как получилось. Итак, омоложение и несыгранность – это, наверное, главный фактор нашей сборной. Все-таки вместе эта команда провела не так много матчей. Средний возраст нашей сборной 25 лет. Вот тех игроков, которые присутствовали на чемпионате мира в Испании. 25 лет, и при этом 11 игроков из вот этих вот всех, кто выходил на площадку в составе сборной России, возраст их меньше 25 лет. 22, 20, 23. То есть это говорит о том, что эта сборная абсолютно на перспективу. 11 человек, большая часть команды, она очень молода, она будет прогрессировать, безусловно, и в клубах, и в сборной, и в ближайших, я думаю, топ-турнирах. Это следующий год чемпионат Европы и 23-й год чемпионат мира. Я думаю, что эти игроки уже проявят себя гораздо более сильно и существенно улучшат свой результат на топ-турнирах. Отсутствие лидеров я назвал. Еще такой фактор, как календарь. О нем говорил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Мы это все видели тоже. В одной части сетки были все сильнейшие команды, все призеры Олимпийских игр, в другой были хозяева и остальные. Ну, что сказать, лукавство организаторов такое было, так получилось с жеребьевкой. Я думаю, в 2026 году в России тоже, наверное, так как-то получится, что сборная России получит достаточно неплохой ход к медалям. Здесь сетовать все-таки на календарь, наверное, чуть более сложно. Да, не было игр таких, как с Камеруном. Все матчи были практически от ножа, с серьезными соперниками. Но в таких играх и формируется команда, формируется характер. Сборная наша проявляла его.
И хорошие матчи выдавала и против Польши, и против Словении, против Черногории. Временами хорошо смотрелась и с Францией, и с Норвегией. В общем, боролась наша команда в каждом матче. И в чем уж нельзя обвинить, в отсутствии самоотдачи. То есть здесь ни у кого, наверное, не поднимется рука бросить камень в наших девушек. Все девчонки молодцы, сыграли на полных куражах, так как хотели, так как не смогли, может, технически, тактически, но к самоотдаче, повторюсь, претензий ни у кого, в том числе у главного тренера сборной Людмилы Бодниевой, нет. Вернусь к нашему составу и поговорим немножко в сравнении с командами, которым сборная России уступила. Напомню, что 25 лет средний возраст сборной России, при этом количество матчей за сборную в среднем у всех игроков нашей сборной, вот если все матчи, которые они провели, включая товарищеские, товарищеские было больше, чем официальных у каждого игрока, каждый игрок в среднем провел 34 матча за сборную. И 100 плюс, то есть больше 100 матчей за сборную провели только 2 игрока. Это Екатерина Ильина и Ольга Фомина. То есть самые возрастные игроки, которые являются, так сказать, лидерами команды. Теперь давайте поговорим о сопернике, с которым мы проиграли в четвертьфинале, о сборной Норвегии. Проиграли, в принципе, достойно. Можно вспомнить разгром 4-летней давности в четвертьфинале от Норвегии 17-34, когда сборная России была гораздо сильнее нынешней команды. Поэтому не показательно это поражение вот нынешнее от сборной Норвегии. Давайте посмотрим на состав сборной Норвегии. Средний возраст 29 лет у сборной Норвегии. Средний возраст 29 лет. На 4 года старше нашей. При этом, давайте возьмем за основу наш возраст 25 лет. Моложе 25 лет у сборной Норвегии один игрок. 11 и 1. Это очень показательно. Процитирую того же Сергея Шишкарева. К Олимпиаде в Париже половина сборной Норвегии будет уже на пенсии. Да. А у нас команда будет сыгрываться от года к году. И мы планируем, что эти девушки подойдут к той же Олимпиаде уже в самом, так сказать, соку игровом, в самом игротском развитии. И, наверное, давайте там уже посмотрим, как мы сыграем с Норвегией. Я думаю, это тот вот момент, когда надо дать команде поработать, поиграть, набраться опыта. Без поражений не бывает побед, избитая фраза, но это необходимо. Теперь по количеству игр в среднем. У сборной России 34, у сборной Норвегии у игроков в среднем 108 игр за сборную у каждого. Ну, здесь, я думаю, вообще бессмысленно проводить параллели, потому что опыт колоссальнейший. Больше 100 матчей за сборную у сборной Норвегии провели 8 игроков из 16. Ну, то есть, надо понимать, что 10 лет играет команда, практически не меняясь своей основой. Там и олимпийские чемпионки, чемпионки мира. Поэтому по опыту своему эта сборная Норвегии у этой сборной России в четвертьфинале чемпионата мира просто обязана была выиграть, как бы мы этого не хотели говорить. Но так и случилось. Победа сборной России в этом матче, наверное, могла быть только вот прыжком через голову, выше своей головы. И при стечении неимоверных обстоятельств, везения игрового, может быть, какой-то поддержки арбитров, да, какой-то удачи прежде всего. А попади тогда Антонина Скоробогаченко не в крестовину, а в ворота. А не ошибись там, не потеряй мяч этом. В общем, Норвегия выиграла, скажем так, по делу, но не разгромно. И это оставляет хорошие перспективы для нашей команды, хорошие шансы. Не повторюсь, не устану этого повторять. Дальше. Берем сборную Франции, еще одну команду, которую мы проиграли. Вот здесь уже француженки, по моему мнению, та команда, которая в следующие годы будет превалировать на международной арене, потому что их средний возраст 26,5 лет. И он сопоставим со сборной России. Правда, тоже не так много игроков ниже 25 лет, всего 6 против 11 у нас. По количеству матчей, проведенных за сборную, более чем двукратное превосходство. В среднем 73 игры провели игроки сборной Франции. И больше 100 матчей за сборную провело 5 французских игроков. Тут, безусловно, тоже преимущество в опыте
у сборной Франции, но вот их средний возраст говорит о том, что эта сборная еще несколько циклов будет, можно сказать, доминировать на международной арене. Не всегда, наверное, побеждать, но то, что она будет в числе главных претендентов на награды, это безусловно. Теперь несколько слов, собственно, об игре, о некоторых игроках, кто как себя проявил. Давайте поговорим о скорости игры, отрывы. Хороший показатель, хорошей защиты, работы вратарей и возможности игроков убегать вперед и забрасывать голы, которые все тренеры, специалисты называют легкими мячами. У Норвегии 72 отрыва вот на сегодняшний день, то есть 72 гола с отрывов. У Франции 48, у Дании 42, у Испании 37. Это я назвал полуфиналистов. Четвертьфиналисты, которые уже выбыли: Швеция 83, Германия 49, и потом только идет уже Россия 31 и Бразилия 26. То есть, конечно, в этом компоненте необходимо прибавлять команде. Это говорит о том, что нет взаимодействия очень мощного с защитой и нападением при формировании таких атак с отрывами. Не убегают крайние игроки, или не так часто, как хотелось бы, убегают, или не так часто отбиваются в защите. В общем, этот компонент однозначно под пристальным наблюдением тренерского штаба, потому что при 31 отрыве в 7 играх большие победы тоже не делаются. Хотя, если посмотрим на Швецию, 83 отрыва, а команда остановилась также в четвертьфинале. Вратари. Ни в коем случае не хочу, опять же, бросать камни в наших голкиперов. И Настя Лагина и Полина Каплина показали временами очень хорошую зрелую игру. Видно, что эти девушки будут дальше прогрессировать. Они растут. И в ближайшие годы все-таки, наверное, место в воротах – это такая позиция, за которой можно быть достаточно спокойным. Но при этом у Полины Каплиной в 7 играх 30% сейвов. Это 29 место на чемпионате мира среди вратарей. Мы тоже понимаем, что лучший вратарь с 30% и 29 местом у команды чемпиона быть просто не может. Или вы должны забрасывать по 45 мячей в ворота соперника в каждом матче, чтобы не зависеть от игры голкиперов. Но мы понимаем, что игра голкипера – это прежде всего игра защиты. То есть в этом компоненте, наверное, тоже предстоит в ближайшее время работать. Это и игра против линейных соперников. Мы видели, что большие проблемы именно в защите, именно в играх. Мы видим, что большие проблемы у нашей защиты именно в противостоянии с очень мощными мирового уровня линейными. Людмила Бодниева, будучи сама линейным игроком, наверное, прекрасно это видит и будет как-то подсказывать и помогать своим игрокам все-таки оттачивать навыки игры против линейных в защите. Потому что такие линейные, как Фокпа сейчас в сборной Франции, это уровень высочайший мировой. И против таких игроков надо играть, конечно, на все 100%. То есть вратари и защита здесь тоже необходимо прибавлять. По бомбардирам достаточно ровно распределялись мячи на этом чемпионате. Лучшим бомбардиром сборной нашей стала Антонина Скоробогатченко, 29 мячей. При том, что Тоня еще сделала 23 голевые передачи, она стала, безусловно, наверное, лучшим игроком в составе сборной, по крайней мере, по системе гол плюс пас. У нее 52 очка, 29 голов и 23 голевые передачи. Антонине, конечно, наверное, не хватает еще какой-то физической мощи, такой, чтобы перед ней расступались, чтобы она еще выше прыгала. Может быть, какой-то уверенности. Это все-таки сейчас игрок больше куража. Но Тоня, верю, вырастет в еще более сильного игрока и полностью раскроет свой потенциал. Отмечу Юлю Манагарову, у нее 26 голов, и Екатерину Ильину, у нее 25 голов и 24 голевые передачи. Она на втором месте по системе гол плюс пас в нашей команде, 49 очков. Но Манагарова и Ильина – это игроки вот те достаточно возрастные, опытные, а из достаточно молодых игроков Антонина Скоробогатченко оказалась, видите, лучшей.
Несколько слов про Елену Михайличенко. Это, конечно, безусловно, наверное, впереди в будущем один из лидеров сборной. Хочется, конечно, чтобы она в своем юном возрасте уже сейчас вела за собой сборную, но пока еще этому игроку это не под силу. Безусловно, Лена будет прибавлять. На этом чемпионате она отличилась 17 раз из 43 бросков. Ниже 50% далеко результативность. Правда, 17 еще голевых передач. В общем, есть у этого полусреднего хорошие задатки. Надо тоже обретать уверенность, веру в себя, развиваться физически, в игровом плане. И я думаю, что, в принципе, эта позиция тоже мощная. Хорошие у нас полусредние, очень перспективные. Но пора уже переходить из подающих прям вот такие надежды и потенциальных в настоящих лидеров, брать на себя ответственность. Ну и по разыгрывающим, да, Елена себя проявила хорошо. Кирдяшу мы практически не увидели на этом чемпионате. Об этом я говорил, когда мы анализировали матчи Лады. Все-таки игра в клубе, быть лидером и игра в сборной, наверное, здесь вопросы больше к психологическому состоянию игрока. Здесь надо работать. Валерий, я думаю, что этот игрок покажет себя, проявит. Это будущий один из лидеров нашей сборной, я уверен. Пусть у нее все будет хорошо. Ярослава Фролова после звездного чемпионата мира 2019 года нынешний чемпионат мира провела, ну, скажем так, очень средненько. Всего час игрового времени был у Ярославы, не так много голов, не так много передач. Но, наверное, это связано с большим перерывом в гандболе и в сборной. И Ярослава, она тот человек, игру которого мы видели лучшую. Мы знаем, что она может ее показать. И, наверное, в ближайший год-два она вернется к своим кондициям, а может быть даже станет еще более сильным человеком, во что игроком, во что хотелось бы очень верить. И розыгрыш у нас все-таки тоже будет на очень серьезном уровне. Ну и кто не знает, хочу напомнить о высокой конкурентности этого вида спорта, женского гандбола. Если мы возьмем последние 4 чемпионата мира, исключая нынешний, с 2013 года, 13, 15, 17, 19 годы, то там было 12 призеров. Да? 1, 2, 3 место на 4, 12 призеров. Так вот, в этих 12 призерах оказалось 9 разных сборных. Не одна, не две, не три, не 4, а 9. Только сборная Нидерландов на последних 3 чемпионатах мира регулярно завоевывала награды. Но она не вышла даже в четвертьфинал. А в призы попадали и сборные Сербии, и сборные Румынии, и Россия, Франция, Дания, Норвегия. В общем, надо понимать, что это очень конкурентный вид спорта и очень интересный. И победа на таком турнире, как чемпионат мира, она должна быть абсолютно полной и заслуженной. 8 место заняла сборная России на этом чемпионате мира. Я хочу напомнить, что для нашей команды это был 14-й чемпионат мира, финальная часть с 1993 года. И в 9-й раз из 14 сборная осталась без медалей. То есть, конечно, мы почему-то привыкли считать, что наша сборная должна всегда побеждать. Хотя большинство, наверное, любителей нынешнего гандбола считают так с 2016 года, когда сборная выиграла Олимпийские игры. Не так часто, на самом деле, на чемпионатах мира у нашей сборной были медали. При Евгении Трефилове в начале 2000-х было 4 золота, ну, вернее, в нулевые годы. Затем только в 2019 году была бронза при Амбросе Мартине. А в остальное время ни одной медали на чемпионатах мира ни в 90-е годы, ни в 10-е годы 21-го столетия медалей у нашей команды не было. Поэтому наши ожидания, они в принципе хороши. То, что мы считаем, что наша сборная должна быть с медалями на каждом турнире. И, безусловно, впереди очень много наград и разных турниров, которые завоюют вот эти молодые игроки с Людмилой Бодниевой, либо с другим тренером, неважно. Важно то, что у нас есть команда, есть игроки, ну а медали, они придут. И давайте не будем ругать наших девушек, поблагодарим их за хорошую игру, за самоотверженность. Без поражений, напомню, не бывает побед. Ну а победы, они будут и еще не одна. И мы их с вами увидим, и мы о них с вами поговорим. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте нам лайк. Напишите в комментариях, кстати, свое мнение
о выступлении сборной России на этом чемпионате мира. Может быть, вы не согласны со мной в оценке игры нашей команды, может быть, вы не согласны с чем-то другим, а может быть, согласны. Ждем от вас комментарии, обратную связь. Ну и будьте здоровы, а мы скоро с вами увидимся. До встречи. Вы реально как Севка в ТВ. Ты из-за этого вот сидишь, что-то говоришь. Вот помнишь, Жорику тоже оператор все время. Что ты там залезь, зачем говоришь? Вот это тоже поснимать надо, знаешь.